Всем привет! Я знаю, какие ролики вы любите и какие вы так долго ждали. Это непосредственно оптимизация Windows 10. Не так давно Windows 10 была обновлена до последней версии 20.04. Я как раз ждал этого момента, чтобы записать подобный ролик. Почему же данный ролик я снимаю на улице? Все просто. Сейчас идет пора лета, очень прекрасная погода, мысли в голове формируются лучше, все замечательно, и именно поэтому ролик снимаю на улице. Кстати говоря, для удобства просмотра ролика он будет поделен на разделы, и вы всегда сможете выбрать необходимый раздел и просмотреть его. Наша сегодняшняя задача заключается в том, чтобы улучшить производительность системы, не улучшая железо, не апгрейдив компьютер. Стоит понимать, что создание этого ролика было достаточно сложным, также оно будет сложным к просмотру, потому что оно длинное, а также содержит множество теоретической информации. Но я старался лишь для вас, чтобы вы могли настроить свою операционную систему, чтобы она начала работать быстрее. И сделаем мы это за счет высвобождения ресурсов компьютера. Прежде чем мы начнем, я должен сказать несколько вступительных слов, чтобы вы понимали, что вам необходимо делать. И для чего вообще этот ролик. Для каких же компьютеров этот ролик будет полезен? Да, абсолютно для всех. Начиная с самых мощных компьютеров, и особенно актуально это для самых старых и слабых компьютеров. Закономерный вопрос от вас может звучать следующим образом. Каким компьютерам этот ролик не поможет? Здесь ответ очень прост. Есть компьютеры очень старинные, 90-х годов, 2000-х. Не стоит ждать какого-то чуда от этого ролика, от этих инструкций, да вообще абсолютно от всех инструкций, что она вам поможет на 100%. Например, старые ноутбуки со встроенным графическим ядром Intel вовсе невозможно разогнать, особенно для игр. Повысить там FPS просто не является возможным. Конечно же, эта настройка поможет работать операционной системе быстрее, но в играх, увы, ничего не получится. Это стоит понимать. Во избежание комментариев, что ты мне не помог, или инструкции твои фигня, инструкции собрал максимальное множество. Я не думаю, что подобный ролик вы найдете в интернете с таким количеством инструкций, поэтому надеюсь на ваше понимание. Еще один очень важный момент, о котором следует говорить, это не сломаю ли я свой компьютер с помощью твоих инструкций. Это уже не первый раз, когда я сталкиваюсь, когда люди пишут, что вот ты сломал мне компьютер своими инструкциями, как ты мог, что это за инструкции такие. Ответ здесь простой. Все, что сейчас я буду показывать, это делалось уже мной тысячи раз. Никогда, ни при каких обстоятельствах я не ломал компьютер. Все действия, которые мы будем производить, абсолютно безопасны, за исключением, если вы полезете не туда. Если у вас совсем нет опыта, и вы решили что-то сделать по собственной инициативе. В этом случае я не могу не нести никаких гарантий, что вы что-нибудь не сломаете. И вообще, перед любыми настройками операционной системы, перед любыми манипуляциями я всегда советую сделать точку восстановления. Сделав точку восстановления, после всех манипуляций, если вам что-то не понравится, или же что-то пойдет не так, вы всегда сможете вернуть его к исходному состоянию. Точнее, к состоянию, которым он был при создании точки восстановления вами. Еще специально для вас я купил несколько программ для тестирования и оценки работоспособности операционной системы, то есть ее производительности. И обязательно на примере моего компьютера мы сейчас проведем тестирование, посмотрим результаты и, естественно, после всех настроек посмотрим их в конце. Ну а теперь я хочу закончить это предисловие и перейти непосредственно к настройке операционной системы. Так что погнали! Итак, начнем нашу настройку, и первая категория действий – это освобождение места на диске для более быстрого поиска по файлам. И первое самое банальное и очевидное действие – это удаление ненужных файлов и приложений. Для этого переходим в панель управления, я привык делать это через проводник. Выбираем удаление программ и удаляем все ненужные программы, за исключением драйверов и нужных вам программ. Например, пакеты Microsoft C++ тоже удалять не нужно. Следующее действие, пока мы не покинули удаление программ, это включение или отключение компонентов Windows. В левой колонке находим ссылку «Включение и отключение компонентов Windows» и нажимаем на нее. Я уже отключил здесь несколько компонентов, которые мне не нужны, которыми я не пользуюсь, например, Hyper-V. Также можно отключить надоедливый Internet Explorer. У меня он остается, потому что я им пользуюсь. Да-да, я пользуюсь Internet Explorer. Ну и можете посмотреть, где у меня не стоят еще галочки. Это я тоже отключил, потому что мне это не нужно. Один из советов, которые я вам непременно дам, это оставлять свободное место на диске, где установлена операционная система, хотя бы 20 гигабайт. Да и в общем-то на любом другом. Как видите, здесь я уже этим пренебрег. У меня осталось 11 гигабайт. Это может повлиять серьезно на производительность. Следующий пункт – это очистка временных файлов. Ее можно сделать различными путями, в том числе и вручную. Но мы сделаем это автоматически. Переходим в мой компьютер, выбираем локальный диск C, правой кнопкой мыши, свойства, выбираем очистка диска. И здесь я хочу сразу вам показать несколько шагов.
то есть здесь мы выполним сразу несколько действий. Очистим временные файлы. Так же, как известно, при установке обновлений и драйверов создаются установочные файлы, и которые сохраняются на рабочем диске. И со временем они занимают огромное количество пространства. Поэтому нажимаем здесь же «Очистить системные файлы». И теперь выбираем следующие пункты. Файлы журнала обновлений Windows. Как видите, у меня здесь нет обновления Windows, потому что я недавно осуществлял чистку. У вас она может быть. Далее загружаемые файлы программ. Временные файлы интернета, если они занимают у вас много. Как видите, у меня тоже была произведена чистка. Опускаемся вниз. Пакеты драйверов устройств. Как видите, у меня тоже все удалено. И временные файлы. Также можно сразу же очистить корзину. И нажимаем ОК. Следующим пунктом у нас будет удаление системных встроенных программ в Windows. Раньше это нужно было делать через манипуляции с командной строкой, но на сегодняшний день операционная система со своими обновлениями позволяет нам удалять просто так. Находим приложение Xbox. Ранее его можно было удалить только через командную строку путем сложных манипуляций, а сегодня мы просто можем нажать правой кнопкой мыши и удалить это приложение вовсе. Например, находим стандартное приложение Windows. Мы можем удалить и Internet Explorer, и Paint, и многое-многое другое, в том числе и блокнот. Также рекомендую удалить приложение Cortana, если вы ей не пользуетесь. Для этого вам понадобится архив, который по ссылочке в описании я оставлю под роликом. Сначала достанем из архива правой кнопкой мыши и запуск от имени администратора. После чего приложение Cortana должна быть удалена. Следующий пункт – это очистка реестра от захламлений. В процессе работы компьютера, работы на нем различных программ, работы самой операционной системы и ваших действий в реестре скапливается огромное количество информации. Затем вы эти программы удаляете и делаете прочие манипуляции, и, естественно, остается много хлама. И нам необходимо его очистить. Для этого я использую программу CCleaner. Пока что она еще ни разу не подвела, не дала никаких сбоев. Но все же перед чисткой реестра все равно советую сделать точку восстановления. Но мы с вами ее сделали еще ранее, не правда ли? Поэтому переходим в пункт «Регистр», сканируем на наличие проблем и нажимаем кнопку исправления проблем. Вам предлагают сделать резервную копию. Я откажусь. И нажимаем «Фиксить все». Посмотрите, сколько у меня было ошибок, так как я очень давно не фиксил реестр. Следующее наше действие, которое ускорит работу системы, это дефрагментация жестких дисков. Если же у вас SSD, то там немножечко все устроено иначе. Например, у меня диск C – это SSD. После анализа мы нажмем «Оптимизировать» и произойдет процесс дефрагментации. Дефрагментация соберет разбросанные файлы по диску в одно место, что позволит запускаться им и искать их на диске быстрее. Твердотельный накопитель в этом случае работает немножечко иначе. Он записывает файлы в ячейки. И после удаления этих файлов ячейки остаются свободными. Но в них не происходит запись, если не включен трим-режим. Трим-режим анализирует, свободные ли ячейки или нет. Как его включить и проверить, включен ли он, вы можете найти в интернете. Инструкций очень много. Обязательно скачайте файл, который оставлю в описании, команды для копирования. Они помогут вам копировать отсюда команды, либо же получать какую-либо важную информацию, которую я вам предоставляю. Это облегчит наше общение с вами. Вторая категория действий, которую мы с вами будем выполнять, это высвобождение RAM памяти, а также ресурсов процессора. Как видите, в диспетчере задач может быть при запуске компьютера уже огромное множество всяческих процессов от различных программ, которые сразу же будут нагружать вашу операционную систему и не позволять работать ей продуктивно. И первое, что мы сделаем, это очистим автозагрузку. Переходим в диспетчер задач, пункт автозагрузка, и убираем отсюда все ненужные программы, которые запускаются вместе с ПК. Например, CCleaner я отсюда убираю. Оставляю лишь нужные мне программы. Например, это антивирусная программа, либо же драйвера какие-либо и многое другое, то, что мне нужно. А теперь очистим службы установленных программ. Для этого нажимаем Win+R, дальше msconfig. Все команды для копирования напомню в файлике, которые в описании. Далее переходим в службы, выбираем «Не отображать службы Microsoft» и выключаем все ненужные службы, которые отвечают за работу программ. Опять же, которыми вы не пользуетесь ежедневно. Допустим, если вы отключите службу Steam, то Steam у вас запускаться не будет и работать он не будет. Следующим шагом у нас будет отключение служб операционной системы Windows. Я делал уже видео по этому поводу, какие службы можно отключить в Windows 10, поэтому ссылочка на ролик будет в описании. А также в том файле, что я сказал вам скачать, будет список всех служб, которые можно отключить. Подмечу, будьте с этим аккуратнее. Если вы пользуетесь какими-либо службами, какими-либо функциями, за которые отвечают эти службы, то не нужно их отключать и потом ныть в комментариях, что я сломал вам компьютер. Я вам лишь покажу, как их отключать. Нажимаем Win+R, вводим следующую команду, сервис MSC, нажимаем ОК.
Попадаем в службы. И здесь находим все службы, которые необходимо отключить. Как их отключать? Находим ненужную службу, нажимаем на ней правой кнопкой мыши, свойства. И сначала нажимаем «Остановить». После остановки выбираем тип запуска и выбираем «Отключена». И нажимаем «Применить» и «Ок». Так делаем со всеми ненужными службами. Также одна из рекомендаций, которую я оставлю здесь, это обновлять все установленные драйвера, так как производитель с каждым обновлением улучшает свое ПО, и он направляет ее на улучшение производительности, поэтому все драйвера необходимо обновлять. Я пользуюсь программой Driver Booster 7, это один из вариантов программ Driver Pack, он не содержит вирусов, как некоторые из них, поэтому я ей пользуюсь. Он автоматически проверяет драйвера на обновление и обновляет их. Как видите, у меня все актуально. Также это можно делать через интерфейс самих драйверов, если, конечно, таковой имеется. Либо же через сайт производителя от вашей материнской платы или ноутбука. Так даже будет лучше. Следующий пункт – это очистка запланированных задач через планировщик задач. Нажимаем на меню плюс правой кнопкой мыши, управление компьютером. Далее выбираем планировщик заданий. И опустившись чуть ниже, мы можем видеть активные задачи, которые включены. Их 123 штуки сейчас на данный момент. Чтобы ими управлять, нажимаем на стрелочку рядом с планировщиком заданий и выбираем библиотека планировщика заданий. И здесь мы можем отключить все ненужные задания. Мне не нужно, чтобы мой браузер каждый день проверял обновления. Поэтому что делаем? Выбираем задачу. Далее переходим в правое контекстное меню и выбираем «Отключить». Смотрим далее. CCleaner. Тоже что-то пытается у нас делать. Зачем мне это нужно? Я буду делать все вручную. Поэтому «Отключить». И так делаем со всеми ненужными службами. Итак, а теперь поговорим про файл подкачки. Переходим в мой компьютер, как я это делал всегда по старинке. Нажимаем на свободном месте ПКМ и свойства. Далее переходим в левой колонке в дополнительные параметры системы. Переходим в параметры быстродействия. Мы сюда, кстати, еще позже вернемся. Далее дополнительно. И здесь мы видим файл подкачки. Это виртуальная память для оперативной памяти, которая хранится на жестком диске и вызывается оперативной памятью тогда, когда ей это нужно. Нажимаем «Изменить», убираем галочку «Автоматически выбирать объем файла подкачки», выясняем, сколько у вас установлено оперативной памяти по объему 4, 8, 16 гигабайт. Далее переходим в наш файлик и смотрим в соответствии со своим объемом оперативной памяти, устанавливаем соответствующий файл подкачки. Чем больше оперативной памяти, тем меньше будет файл подкачки. А после 16 гигабайт вообще не принято его устанавливать, можно отключить. Допустим, в моем случае 8 гигабайт оперативной памяти. Значит, мы устанавливаем файл подкачки 2016 мегабайт. Указываем размер 2016 исходный и максимальный тоже 2016. И нажимаем ОК. После чего необходимо перезагрузить систему. Далее поговорим о восстановлении системы. Переходим в панель управления, выбираем крупные значки, восстановление, настройка восстановления системы. И как видите, восстановление системы у меня отключено. Это опять же экономит ресурсы. Если они у вас включены, можно сделать следующее. Настроить. И здесь выбираем отключить защиту системы. Но это вы делаете на свой страх и риск. В случае, если что-то позже случится с вашим компьютером, то, естественно, вам, возможно, понадобится точка восстановления. А они у вас не создаются. Но на этот случай я всегда рекомендовал при установке Windows и после ее хорошей настройки, после установки драйверов и нужных программ, сделать один раз резервную копию и поместить ее на диске в укромном месте. В этом случае вам эта функция абсолютно нужна не будет. В случае неисправности вы всегда сможете из своего образа восстановить операционную систему. Но не забывайте, что пока вы не закончите настройку и она вас полностью не устроит, лучше этот пункт сделать самым последним. А теперь поговорим о антивирусной защите. У меня установлен антивирусник Dr. Web, и он пожирает огромное количество ресурсов. Конечно же, лучше всего было бы удалить его, в том числе отключить защитник Windows, который является стандартным компонентом операционной системы Windows 10. Потому что все эти программы, все эти службы, они пожирают огромное количество вашей производительности. Здесь, конечно же, ваш выбор, потому что без антивирусной программы даже опытный пользователь порой натыкается на различные проблемы с вирусами. Именно поэтому я советую хотя бы какой-то легкий, но антивирус установить. Я не буду показывать, как удалять антивирусные программы или отключать защитник Windows, потому что инструкций в интернете море. Я просто хочу предоставить вам информацию о том, что антивирусные программы много тратят ресурсов. Или предлагаю сделать еще более удобно, чтобы не тратить эфирное время нашего видео, а видео и так получается длинным, я лучше всего найду какой-либо сайт с инструкцией, как отключить защитник Windows полноценный, и помещу его в файл, который вы скачаете по ссылочке в описании. Там же оставлю ссылку на ресурс, чтобы ничего не плагиатить. Третья категория действий – это настройка графики. Это как раз та категория настроек, которая влияет на производительность графических приложений, в том числе и игр. Первое и что очень важное – это настроить драйвер графики. Например, у меня это настройка Radeon.
Сейчас мы не будем разбирать подробно все возможные настройки драйверов. Для этого на канале у меня есть видео, и все ссылочки будут в описании. Выберите свой и будете его настраивать. Для любителей повысить FPS в играх настройки видеодрайвера вам будет недостаточно. Вам придется настроить видео в самой игре. Для многих людей, у кого видеокарта поддерживает разгон, появляется возможность еще немножечко увеличить производительность за счет того самого разгона. Видео на способы разгона у меня также присутствует, и также в описании вы найдете на него ссылочку. В общем, чаще смотрите в описании. Следующим действием будет снижение нагрузки на видеоядро за счет применения параметров быстродействия, то есть ухудшением визуальных эффектов операционной системы. Для этого стандартно переходим в мой компьютер, ПКМ, свойства, в левой колонке дополнительные параметры системы, далее быстродействие, параметры, и здесь выбираем «Обеспечить наилучшее быстродействие». Конечно же, операционная система станет выглядеть хуже, но это ваш выбор. Этот способ будет актуален для старых слабых ноутбуков на базе процессоров Intel со встроенным видеоядром. Также еще и реализуем пару настроек в этом направлении. Нажимаем ПКМ на рабочем столе, персонализация, переходим в параметры Windows 10, находим здесь цвета, убираем эффект прозрачности, далее переходим в меню пуск и убираем все анимированные иконки отсюда. Допустим, у меня здесь есть фотографии. Стоит в принципе их тоже убрать, потому что они создают определенную анимацию, определенную нагрузку. Следующая категория действий – это деактивация нагрузочных компонентов Windows и ее оптимизация. И первое, что мы здесь отключим, это индексацию файлов поиска. Если вы пользуетесь поисковиком Windows, то вы замечали, что при вводе какого-либо значения поисковик быстро обрабатывает информацию и находит нужные вам файлы. Находит он их быстро за счет того, что файлы индексируются постоянно, без вашего ведома. Итак, для отключения индексации мы можем отключить службу Search. Но в принципе будет достаточно следующих действий. Переходим в мой компьютер, как обычно. На диске нужном ПКМ. В принципе, можно сделать это на всех дисках. Свойства. И убираем галочку «Разрешить индексировать содержимое файлов». И применяем. Выбираем второй пункт и нажимаем ОК. Это может занять некоторое время, так что можете прогуляться. Так, еще раз повторюсь, стоит сделать со всеми дисками. Следующим пунктом у нас будет отключение Xbox Bar, программы для записи видео из игр. Переходим в панель управления Windows 10, переходим в игры. Ранее эта функция называлась Xbox DVR и отключалась она более сложно, чем сейчас. С новыми обновлениями все стало гораздо проще. Переходим в Xbox Game Bar и просто отключаем. Также отключаем здесь. Переходим в клипы. В клипах также отключаем все галочки. Далее игровой режим. Режим игры можно оставить, кстати говоря, потому что он в принципе содействует оптимизации при запуске игры, что позволяет чуть-чуть получить больше FPS. Следующим пунктом нашей настройки будет настройка электропитания. Переходим в панель управления, крупные значки, электропитание. Нам необходимо выставить галочку «Высокая производительность». Если же у вас кроме сбалансированной здесь нет ни одной из производительностей, посмотрите «Показать дополнительные схемы». Если же здесь тоже ее нет, то нажимаем «Создание схемы управления питанием» и выбираем «Высокая производительность». Назвать ее можете как угодно. После создания максимальной схемы высокой производительности нажимаем «Настройка схемы электропитания». Здесь нужно выполнить еще пару пунктов. Изменить дополнительные параметры питания. И отключать жесткий диск через нам нужно выставить 0, чтобы он не отключался никогда. Многие здесь выставляют огромное количество цифр, например 9999, не знаю зачем это делают, просто 0. Это означает, что диск не будет отключаться. И не забываем нажать «Применить». Также стоит понимать, что на некоторых ноутбуках есть стандартные утилиты по настройке электропитания. Возможно, там тоже придется произвести какие-либо настройки. Следующее, что мы сделаем, это отключим гибернацию. Гибернация предназначена для сохранения данных о запущенных программах, то есть как бы переводя их в сон. Для этого запускаем командную строку от имени администратора, переходим в наш файл и копируем отсюда команду. Пятая категория действий – это уменьшение нагрузки на интернет-соединение, а также прочие мелочи, которые мы еще не доделали. И первое, что мы отключим, это телеметрию. Телеметрия предназначена для сбора компании Microsoft всех диагностических данных с вашего компьютера, что в принципе нам 100 лет не сдалось. В любом случае это как нагрузка на интернет, так и нагрузка на ресурсы компьютера. Нажимаем Win+R, далее пишем gpedit msc и нажимаем ОК. Попадаем в редактор локальных групповых политик. В конфигурации пользователя нажимаем административные шаблоны на стрелочку, нажимаем на компоненты Windows, переходим в правое окно и ищем сборки для сбора данных и предварительной сборки. Дальше находим «Разрешить телеметрию» и здесь нажимаем «Отключена», «Применить». Следом идем в приложение «Конфиденциальность».
И отключаем здесь просто все. Мы ничего не будем отправлять корпорации Microsoft. Выключаем просто все. Далее переходим во вкладку «Диагностика и отзывы», выключаем здесь разрешение корпорации Microsoft. Далее опускаем ниже, и у нас здесь разрешение приложений. Желательно тоже здесь все подключить. У меня это уже, кстати, сделано. Как видите, я все разрешения на расположение отключил, то есть все приложения выключены. Далее камера. Камеру можете оставить действующей. Вы можете использовать какие-либо приложения с веб-камерой. В общем, все здесь настраивайте под свой вкус и цвет. Вы можете абсолютно здесь все подключать, если не пользуетесь ничем. Ну и последнее, что мы сделаем в этой инструкции, это отключим центр обновления Windows, потому что он потребляет также немало ресурсов со своей постоянной проверкой. Нажимаем дополнительные параметры. Центр обновления будем отключать лишь на некоторое время, потому что сейчас Windows 10 утратил свою возможность отключать обновления насовсем. И период отключения составляет 35 дней. В принципе, этого достаточно. Можно каждые 35 дней его отключать. Плюс можно, конечно же, его вовсе удалить из операционной системы. Но тогда вы утратите возможность скачивать обновления, что будет не очень хорошо. Поэтому отключаем на 35 дней и не паримся. После всех проделанных манипуляций не забываем перезагрузить компьютер, и после чего мы проведем тесты. Хочу сказать, что тесты в моем случае могут быть не совсем точны, потому что часть того, что я уже перечислил, у меня было отключено, когда я проводил тесты. Поэтому они могут быть не совсем верны. И если кому-то интересно, делал я все вот на такой вот сборочке, то есть вот такая видеокарта, 4 гигабайта объемом. Вот такие частоты памяти и процессора. Сам процессор очень слабый по современным меркам и 8 гигабайт АЗУ. Вот некоторые результаты бенчмарков на основе тестов моего компьютера. Cinebench выдал лучшие результаты после оптимизации. ПК Mark 10 тоже чуть лучше. А вот в 3D Mark результаты остались примерно одинаковыми. Ваши результаты могут быть намного выше. На этом мы заканчиваем наш ролик. Было приведено огромное количество работы по оптимизации Windows 10. Надеюсь, что вам это поможет, и вы, несомненно, оптимизируете и повысите производительность своей операционной системе. Кстати, не забывайте, все ссылочки на настройки видеодрайверов, также на прочую оптимизацию, на оптимизацию Windows 7, на все инструкции будут в описании. На отключение служб также там будет. Поэтому переходите, смотрите другие ролики. Я думаю, что каждый найдет там то, что ему нужно. Если вам интересна такая тематика, если хотите видеть что-то подобное и настраивать свой компьютер своими руками, то обязательно оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. В общем, тут нечего больше сказать. Проведено много работы. Спасибо вам за внимание и всего вам хорошего. Пока.